А вот в разобранном состоянии он напоминает монстра. На канале довольно давно не было розыгрышей, и я решил один геокуб разыграть. Сходу его просто так не соберешь, даже у меня не получается. Привет, куберы! Часто и обычно у молодых спидкуберов бывает такое, что вот только-только собрали 3 на 3 и уже хочется чего-то посложнее, но очень похожее на 3 на 3, так как умений по сборке других кубов просто нет. Я обычно рекомендую идти по пути спидкубинга и попробовать сначала 4 на 4 и 2 на 2, но есть и другой вектор развития. Тут на помощь приходят шейп-моды. Для тех, кто не понимает, что такое шейп-моды, сразу объясню, что это страшное слово означает. Слово шейп-мод от английского shape – форма, мод – модификация. Это значит, что шейп-мод — это кубик, который иногда визуально не похож на классический 3 на 3, но он полностью на нем основан. То есть внутреннее строение точно такое же, как у кубика 3 на 3. Самый популярный шейп-мод — это зеркальный кубик Рубик или Mirror куб. В собранном состоянии он немного напоминает кубик 3 на 3, а вот в разобранном состоянии он напоминает монстра, и именно поэтому он имеет такую популярность у новичков, так как выглядит довольно пугающе, но при этом собирается как обычный 3 на 3. Но будучи новичком, его сборка может вызвать сложности, и вначале придется подумать и поломать голову. В этом и заключается интерес. Бросить себе вызов и узнать, получится у меня собрать такого монстра или нет. Но в целом все обычно очень легко, так как он собирается как кубик 3 на 3. Шейп-модов на самом деле очень много. Тот же самый зеркальный кубик — это самый легкий шейп-мод, но есть более сложные варианты: Axis куб, Fisher куб, Master Pyramorphix и многие другие. В какой-то степени, наверное, Megaminx тоже является шейп-модом кубика 3 на 3, так как он основан на нем, но, наверное, все-таки это немного другая головоломка. Все эти и многие другие головоломки вы сможете купить в интернет-магазине procuber.ru. Самые низкие цены в России, быстрая доставка, огромный выбор. Все это только на procuber.ru. Ссылка будет в описании. Переходи и выбирай то, что подходит именно тебе. Но поговорить я хотел про другие головоломки, так называемые геокубы. На самом деле тема шейп-модов очень обширна. Если вы хотите увидеть новые видео по теме шейп-модов, то поставь этому видео лайк, оставь комментарий, что эта тема тебе интересна, и подписывайся на канал, если ты здесь впервые и хочешь разбираться в головоломках как профи. От вашей активности будет зависеть, появятся такие видео в будущем или нет. Почему я решил рассказать именно про геокубы? Да все потому, что они у меня лежат, наверное, уже полгода, и я думаю, что давно уже было пора рассказать про них. На канале довольно давно не было розыгрышей, и я решил один геокуб разыграть. Для этого необходимо быть подписанным на канал и оставить любой комментарий. Результаты я подведу через 2 недели в своем инстаграме по ссылке в описании. Геокуб существует в 3 разных формах. Каждая форма обозначается латинской буквой: геокуб А, геокуб Б и геокуб С. А выглядит вот так, Б выглядит вот так, и С выглядит вот так. Геокуб, по моему мнению, является шейп-модом, потому что это, по идее, обычный 3 на 3, но не совсем. У него не хватает деталей, но это предусмотрено конструкцией. Вместо деталей установлены соответствующие заглушки. Если бы этого сделано не было, кубик бы просто развалился, а заглушки позволяют ему полноценно функционировать и крутиться. Геокубы так называются, потому что визуально напоминают земной шар. По аналогии с планетой у геокубов есть ядро, а элемент ассоциируется с земной поверхностью и имеют цвета, которые встречаются в природе. Белый — это воздух или небо, синий — это вода, желтый — это солнце, зеленый — растительность, красный и оранжевый — это песок и почва. Лично у меня возникает такой ассоциативный ряд при виде этого кубика. Все они похожи, и все они в чем-то разные, и соответственно собираются по-разному. Как я уже сказал, у них отсутствуют углы и ребра, и это как раз создает ту самую сложность. Элементы начинают как бы перемещаться в пространстве. Это создает хаос и путаницу, и сбивают с толку. Также может возникнуть так называемый паритет. В этом случае кубик не соберется, и нужно будет как-то из этой ситуации выходить. Можно поменять местами 2 центра, можно поменять местами пустые элементы друг с другом, и тогда все встанет на свои места. Геокубы отличаются от большинства кубов, так как они выполнены из прозрачного цветного пластика. По-английски это sticker-less transparent. В этом есть своя эстетика. В прямом смысле слова кубик видно насквозь, и мы можем разглядывать, как кубик устроен изнутри, как крепятся детали и так далее. Это прикольно. Такой тип пластика компания Mui впервые применила где-то в 2013 году. В таком пластике уже были раньше полноценные кубы 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5. Точно помню, что был 7 на 7.
Геокубы сделаны довольно качественно и крутятся очень хорошо, даже несмотря на то, что в них не хватает элементов и иногда нет опоры для пальцев. Это создает некоторые неудобства, но на мой взгляд это компенсируется очень любопытной концепцией кубиков. Геокуб — это хороший тренажер для мозга, сходу его просто так не соберешь. Даже у меня не получается, нужно посидеть и подумать 2-3 минуты минимум, иногда 5 минут. Потому что когда он запутан, ты не представляешь, какую форму его нужно собрать, и все приходится делать методом подбора. Если хочешь испытать себя, свои мозги и смекалку, то Геокуб — это твой выбор. Ссылки на них будут в описании. Если тебе понравилось это видео и ты хочешь больше видосов про шейп-моды или может быть другие типы головоломок, то поставь лайк и напиши комментарий с пожеланиями, что именно ты хочешь, чтобы я рассказал в будущем видео. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить новые и еще более крутые видосы. Также не забывайте подписываться на мой второй канал, на котором я тестирую кубы, подписываться на мои инстаграмы, в которых я выкладываю классные фотографии, и вступай в паблик ВКонтакте. Добавляйтесь, друзья, буду рад всем, все ссылки на соцсети будут в описании. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. На этом у меня все, с вами был Прокубер, покупайте только качественные кубики.